Не снимай, не выкладывай. 18 июня. Таксист отъезжает. Прикинь, высадил меня. Я пошел, выгнал машину, осмотрел. Уже выезжаю, и он идет. Зонтик. Прикинь, чуть не уехал. Вот так вот, блин. Все мысли только об одном, блин. Об этой сраной течке просто. Ну, я не буду собирать дня 2-3, точно не буду собирать. Буду наблюдать. Если оно потечет, я уже сюда не поеду. А смысл сюда ехать? Ну, если оно потечет, то смысла точно сюда ехать нет. Буду что-то мутить сам. Поехали домой, там собака охреневает одна. Она еще не гуляная. Нужно погулять. Зеркало хотя бы прикрутить. Без зеркала тоскливо. Зеркало прикрутил. Все, поехали. Всю ночь фигарил дождь. Сейчас под утро перестал, короче. Прям, знаешь, рука не поднимается собирать это сейчас. Как первый раз я бросился, прям тут же собрал. Забрал собаку, погулял с ней. Вчера пришла пенсия. Я теперь на следующий день движуху вот эту совершаю, пенсионную. Сегодня настал тот день, когда можно уже смело идти в банк. Знаешь, что ты там не помрешь в очереди. Поехали. Сперва в банк, потом в контору по банкротству. Я 2 раза объехал вот это здание. Не мог найти место, где паркануться. Представляешь, все занято. Еще 18 июня. Все еще. Что сюда приперся? Я купил себе приблуду, которая управляет, то есть переключает колонки, наушники, например. Такая коробочка. От компа в комплекте был короткий провод. А у меня тут ауксовский проводок. Он, правда, не длинный, но в полраза, наверное, подлиннее, чем тот. Сейчас приедем домой, попробуем его. В общем, делать мне тут больше нечего. Мне, короче, надо полить воды и посмотреть, течет или не течет. А я боюсь. Реально боюсь. Я прям почему-то уверен, что она будет течь. И хочу оттянуть этот момент максимально. Не снимай, не выкладывай. Делать нечего. Надо проверять. Потечет, так потечет, хрен с ним. Собирать же надо. Потолок на место притулять, вот это все. Ну что, поехали? Без проблем стекать должно вообще-то. И все. Никаких проблем не должно быть. Боюсь. Интересно, что здесь такой огромный слой. То есть, представляешь, вот здесь вот где-то 5 миллиметров, а тут практически сантиметр, наверное, слой. Вот здесь. Странно это. Ну, я не вижу, чтобы текло, честно говоря, пока что. Вот отсюда капает. Господи, ну неужели, а? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас тебе покажу коробочку. Покажу, как она работает. Она очень прикольная. Только она оказалась какая-то маленькая и легкая. Вот. Ее надо к столу приклеивать, потому что она будет улетать за шнурами.
вместе. Фу, блин, ну вроде бы не течет. Не капает, уже хорошо. А там, может быть мокреть, но я тоже пока не вижу, чтобы мокрело. Короче, покатаюсь какое-то время без потолка, понаблюдаю. Вот. Вот, собственно, эта коробочка. Смотри, какой короткий кабелек. Хотелось бы, знаешь, просто взять и куда-нибудь вот так на стол приклеить, потому что здесь есть мьют, здесь есть переключение, колонки и наушники. Хотелось бы, чтобы эта кнопочка была в доступе. Например, даже, может быть, где-то вот здесь. А чё? Ну, я не знаю, дотянется ли она или нет. Вот смотри, я там протащила ее. Вот так вот. Вот так вот. Наушники к ней подцеплю. А, тут неудобно будет, да? Вот этот провод неудобно будет. Блин, почему они не сделали все выводы с одной стороны? Это же, ну, неудобно, капец. Реально неудобно. Вот смотри, какой проводок мощный. Блин, как задолбал ты запутываться, просто жесть. Сейчас ехал с базы, впереди шла газелька, остановилась, высаживает народ. Сзади меня весь строй начал сигналить. Что с людьми, блин, такое, а? Почему они такие нетерпеливые-то? Так вот, чпук. И, например, туда его куда-нибудь вот так вот. Люди ни грамма вообще не терпеливые, просто ни грамма. И главное, я смотрю в зеркало. Там какой-то дед сидит в этой Владе Весте. Сидит. Вот смотри, как классно. Вот до сюда бы еще она достала. Было бы вообще шикарно. Достает. Теперь надо скотч где-то надыбать двухсторонний. Вот сюда. Ну, это, блин, в натяжку, короче, не очень. Так, ладно. Пока сюда прицепим. Тема прикольная вообще. Короче, дед 78 лет, блин. Сидит, психует. Казалось бы, да? Че тебе психовать? Тебе 2 понедельника жить осталось. Че ты психуешь? Куда ты торопишься? Ни хрена. Так. Вот батя мне все время говорит, ты такой умный, все время. Че не спроси, ты все знаешь. А я вот сейчас сижу, думаю, я такой умный, да? А допереть, вот тут такое устройство себе приобрести, у меня ума не хватило. То есть сидишь себе в наушниках, надо тебе замутировать, хлоп, все. Вот смотри. Так, это у меня колонки. Класс. Также тут крутилочка громкости имеется. Очень удобно. Очень удобно. Куда-нибудь сюда ее притулю, вот так вот, чпок. Надо подумать. Внезапно был вызван на урок. Короче, еду опять на базу. Мы занимались с Матвеем. Вон он побежал. Сейчас я заеду на мойку. Помою машину, потому что она грязная. Как черт. Помою, значит, ее. И если ничего не потечет уже точно, хотя я почему-то уже уверен, что ничего не потечет, потому что я поливал по самым злачным местам. В общем, если не потечет, будем собирать. Ну вот видишь, с 2 мест теперь херачит. То с одного, теперь с 2. Здесь тоже сырость какая-то наблюдается, судя по всему. Короче, я не знаю, что с ним делать. Будем клеить. По-другому никак. Ну что это такое, а? Что, докладываю. Димка мне прислал прям, знаешь, вот вовремя эти 2 клинера, короче. Я один уже почти избрызгал. Но они очень экономные. И прикол в том, что они высыхают моментально. То есть струя офигенская такая бьет. Ее можно засунуть куда-нибудь в щель и дунуть туда. В общем, я промазал с той стороны. Ну, это так. А самое главное, ну, то, что я обезжирил сначала.
И самое основное я промазал вот здесь. Вот этот желобок, из которого вода закатывается под резинку. Я сделал так, чтобы она выкатывалась с резинки. Вот. Тоже можно прищипнуть. Ну, собственно, со всех сторон сделал. Вот, прилепил. Немножко забил под саму резинку. В общем, полбаллона выпшикал, только вот сюда вот так ставишь, так пшик туда. Вроде бы обезжирилось хорошо. Ну, не знаю, ждем, пока засохнет. С той стороны такая же история. Также все, даже здесь, получается, стекло поставлено больше в ту сторону, поэтому здесь зазор больше. Тут, вот, видишь, у меня получилось залить в этот зазор прям. 19 июня, девчонки, мальчишки. Я быстренько сбегал в контору по банкротству, получил документ. Едем сейчас получать деньги и заскочим в контору по стеклам. 2500 стоит переклеить стекло. Не 5, как я заплатила, а 2500. И посмотрим, насколько, как они мне сделают. Жопой. Деньги получены. Едем в контору по переклейке стекол. Я думал, у нас контора Альберт, автостекло у Альберта. Я думал, она у нас монополизировала весь город. Оказывается, ни хрена. Полно контор всяких. Едем. Автостекло 74 называется. Ну что, ребзя, сейчас будем заезжать на переклейку. В общем, мастер посмотрел, сказал, учитывая, что уже 2 раза переклеивали и результата нет, может быть либо праймер просроченный, либо герметик, либо они разных фирм и не совпадают друг с другом. Почему нету адгезии, так называемой, то есть не сцепляется с поверхностью герметик. Сейчас мне сказали, сейчас машинка выскочит, заедешь. Вот стою, жду. Так, ну что, стекло будет заклеиваться 3,5 часа. Иду домой, что делать? Не знаю. Не знаю, что делать, короче. Домой идти далеко. Батя что-то трубку не берет. Пойду у них сидеть там. Красавчик какой. Стоит тут уже лет, наверное, 15. Заказал тачку, жду. Вот ведро, как у бати. Не снимай, не выкладывай. Ну что, друзья, я забрал машину. Вот что я получил. И результат никакой. Течет по-прежнему. Отправили к жестянщикам. Я думаю, это уже, может быть, после поездки. Ну, ты понял, короче. Вариантов у меня нет. Какая жопа безобразная. Мне ничего не сделали. Плюс ко всему мне еще сделали вот это. Ну, это хрен с ним. Это меня сейчас меньше всего волнует. Меня больше всего волнует течка. Это срака. Значит, что мне сказали, значит, в сервисе? Что тебе надо в жестянку, у тебя по стыку швов, вот по этому, вот раз стык и вот 2. Как тебе показать-то? Раз, 2. По этому стыку шпарит, короче, вода. Вот. Я не знаю, что там. Они сказали, типа, к жестянке. В жестянку лучше всего. Я говорю, а что жестянщики должны будут сделать? Они говорят, я не знаю. Дело в том, что клей не ложится как-то на этих стыках. Но дело в том, что с той стороны вроде нет таких бешеных стыков. Как будто он, говорит, вот по желобу течет и дальше вот по этим 2 стыкам стекает. Я не знаю, что сделать. Вот. Ни с того ни с сего стекло начало вот так вот течь.
Вот это временное решение, то есть я сделаю вот как смогу сейчас. После поездки уже буду заниматься этим конкретно. Я сейчас проскочу себе на базу, там у нас куча жестянок. Забегу, спрошу, что они смогут с этим сделать. Если не смогут, значит, герметик мажем. Заехал опять в эту контору. 4700 стоит стеклышко. Ну, в общем, как и сказал, после поездки буду, наверное, вытягивать. Я не знаю. Я не собираюсь на этой машине долго ездить. Но, как тебе сказать, я пока затрудняюсь ответить. Мне нужен столь грандиозный ремонт здесь или нет? Поэтому вот, пока я замажу, значит, чтобы прямо она в наглую не чурила сюда. И все. Вот, короче, вот такой вот герметоз. Сейчас им все залью нахрен. И уже после Москвы буду думать, что мне с этим делать. Эти вклеили хотя бы рамкой. Молдинг не торчит. То есть вот тут сейчас все залью, вот так до низу. Главное, чтобы она туда не текло. Вот так засуну прям, вот так туда залью все. Ну и здесь, само собой, тоже захерачу все. Это надо оторвать. Представляешь, говорит, на стапеле надо его тянуть. То есть вот этот весь угол, он, говорит, немножко внутри. То есть его надо будет вытаскивать. Геометрия машины, то есть, нарушена. Но странно, что он едет ровно при этом. Так. Готово. Все замазано. Тряпка пускай сохнет. Так. Герметоз. Открыл капот, хотел дворник переставить. Смотрю, на жабошке резинки нету. Сначала в уголка не было пластикового, я вернулся. Теперь за жабошкой. За резиночку. Просил, короче, трещину заклеить. Ну а что в натуре? 4 час ночи. Не сплю, короче. В общем, взял я резинку в этом сервисе свою. Кое-как нашел ее, среди прочего. Так как они мне сделали трещину на стекле, ну, то есть это нормально абсолютно при доставании старого стекла, которое засверлено уже во многих местах. Ну, то есть оно лопнуло. Вот, я их в этот раз попросил мне эту трещину залить, заделать. Уж не знаю, как они мне ее там заделали, хорошо или плохо, но, короче, заделали. Вот, я выехал оттуда. Я решил ничего с этой машиной не делать. Не загонять ее в жестянку, не тянуть ее, ничего с ней не делать, абсолютно. Щель буду заделывать герметиком. Если потечет, снова еще раз заделываю. То есть мне на этой машине отъездить еще хотя бы 2 года. То есть выплатить полностью кредит и все. Машину можно сбагрить, короче. Дальнейшему хозяину. Пускай теперь он с ней вошкается. 20 июня, девчонки, мальчишки. Едем на урок. Потом в сад. И, наверное, в саду будем собирать потолок. Потому что уже и так все понятно, что изнутри течку не починить. Изнутри бесполезно клеить. Она все равно протечет где-то. Найдет дырочку. Вот такую трещину я вчера заработал. Своей настырностью вот этой. Надо мне стекло приклеить прямо во что бы то ни стало. Но, с другой стороны, если бы я не узнал, я бы не поехал. Если бы я к ним не заехал, я бы не узнал, что у меня, допустим, не дотянута вот эта стойка каким-то образом. Я не понимаю, правда, как.
там немного, но не дотянуто, и поэтому, типа, стекло не держит. Я не могу понять, почему нельзя навалить больше на этот угол и, допустим, закрепить. Ну, не могу понять, понимаешь, я не стекольщик. У людей, люди, которые уже знали, что течет, делали, и все равно не помогло. Вот. Тянуть я это все не собираюсь, короче. Абсолютно. Оно мне не упало вообще никуда. Максимум 3 года и пойдет в продажу. Я тебе скажу, через 1 практически. Да какой там через 1? Из 10 8 кубов. Вот такие. С какими-то, знаешь, секретами. С такими, что... Я когда его брал, я уже просто по многим параметрам, когда уже начал ездить на нем, понимал, что находил какие-то вещи такие, которые говорят о ДТП. В общем, например, с водительской стороны плохо выкручивалась вот этот ремень. Затянут был, а здесь не было затянут. И там не было затянут. То есть в эту бочину, получается, били. Хотя внутри, смотри, да, не видно, чтобы прям какие-то заломы были. На крыше заломов не видать. Может, выстучили, я не знаю. Он мне прям сказал, у тебя вообще ни одна дверь не в зазоре. Я говорю, ну я вижу, говорю, но я думаю, что это как бы, ну, то есть, как сказать, что это года. То есть двери провисают потихоньку. Еще что-то там, не знаю. Может быть, кто-то их регулировал, крутил там, дверь менял. Там всяко может быть, короче. Он мне погнул рамку вот этого стекла. Она говорит, у тебя вообще не закрывается. Типа, дверь закрывается, а рамка нет. И он мне ее просто подошел такой через колено. Хрясь ее, короче. Я думаю, что он делает? Типа, он сказал, что вот эта вот рамка вверху, она вообще, говорит, не пришлепывается к резинке. Я его сюда вообще даже не просила лезть, на самом деле. Сначала я вроде бы как это такой думаю, может нахер эту Москву, типа, и это, все деньги вбухать в него, типа, а потом думаю, не. Никаких денег не хватит, понимаешь, восстановить его. Его если полностью восстанавливать, то денег не хватит. А вот это кусочничество, типа, на угол сюда там 50 тысяч бахать, да нахер оно мне упало? Не. Не буду я этим заниматься. А с другой стороны, когда, допустим, брать буду следующего кубак, я также не увижу, что он, допустим, что у него, например, проблемы с геометрией рамки, что стекло течет. Это невозможно увидеть. Но, как тебе сказать, подсказочки есть. Допустим, у этого куба на этом, как он, на козырьке солнечном было такое пятно. Вот в углу, где он крепится, вот здесь было такое пятно. И уже можно было подумать, откуда это пятно. А это типа вода затекала и с грязью там вот со всей этой херней. И он темнел поэтому. Короче, приколов до хрена. Троит. Слышь? Трясет его прям. Троит. Троит, сука. Пиздец. Перестал троить. Короче, сегодня разобрать воздухан, снять катушки и посмотреть. Мне кажется, в каком-то колодце масло, поэтому оно троит. Через какое-то время пробивает, начинает работать. Я же хотел здесь поменять эти кольца. Кольца, как они называются? Ошибки системы. Уплотнительные кольца этих свечных колодцев. Видишь, уже не троит. Машина, конечно, вообще удроченная, просто в хламину. Живого места в ней нет. Свечи я менял зимой, как ты помнишь. Значит, если она троит, скорее всего, надо проверить. Мне кажется, масло натекло. Нужно менять эти сальники. Когда я менял на нем свечи, я удивился, что в колодцах сухо. Вот. Если сейчас в колодцах сухо, тогда можно поменять свечи. Например. То есть свечка какая-то мандит.
В поворотках обнаружился минус. Смотри. Видишь? Вода протекает вовнутрь поворотки. Видал? Забивается прям внутрь. Запросто. То есть их надо либо проклеивать, либо, я не знаю. Вот примерно вот с такого расстояния на мойке мыл. Так, чтобы вода просто лилась. Ну, там напор, конечно, побольше. Ну что, течем? Нет? Не пойму ничего. Ага. Капелька есть. Да? Свежая? Или что? Нет, не свежая. Моляю. Смотри, какой слой. И не помогло, представляешь? Просто огромный слой. Смотри. В прошлый раз колек как клеил. Вот здесь, смотри, вообще чуть-чуть. Надо было здесь, наоборот. Да здесь тоже... Опа, видал? Было. Капелька была. Видел? Течет. Вот что с этим делать, а? Мне там на ютубе уже пишут, это у тебя рейлинги, где рейлинги, что-то течет. Где? Ну, в смысле, вот рейлинг, ну и что, и где он течет? Ну где? В каком месте? Ну и что мне с этим делать? Вот вы пишите иногда, блядь, вы можете меня понять вообще, нет? В каком я состоянии нахожусь? Вы, блядь, машину не видите. Вы, блядь, меня не знаете, но вы мне пишете, у тебя не течет не там, а вот там. И что мне делать, блядь, с этой информацией? Ну что, докладываю. Полил сейчас водой. Оно потекло. Я все просушил. Прошло полчаса практически. Я все обезжирил. Замазал герметосом. Вот, ждем. Посмотрим, что еще. Короче, прикол такой, что вверху нет ни одной щели. Все замазано, но вода где-то проникает. И меня это вообще больше всего, короче, бесит. То, что я не могу понять, где. Нарисовал сегодня для занятий вот такие упражнения. Чтобы ты понимал, мы не занимаемся по какой-то схеме. Просто ей нравится, Иришке, нагружать голову. Я ей в этом помогаю.
8 давай. Да, 3. Давай, я 7-8 попробую. Давай. Сделаем. Давай. Не снимай, не выкладывай. Едем в сад. Кондер, короче, сдох. На холостых не работает. Только когда газу даешь. Слышно? Звуки пипец, конечно. Короче, подобьем бабки. Стекло течет, двигатель течет. А еще начинает троить. При заводке с утра воняет антифризом. Я думаю, это прокладка. И я вполне себе подозреваю, что в поездке она может вылезти мне боком. Вот. То есть троит вот она с утра. Это, я думаю, из-за антифриза. Потому что он наполняется немножко в камеру сгорания. И при заводке свеча мокнет. И она не работает какое-то время, пока не высохнет. С мотором я не понимаю, что делать. С течкой. То есть это надо к Михе загонять там. Уж не знаю, сколько это будет стоить денег. Рейку менять, она грохочет. Грохочет. Суппорт менять. Крышу не собираюсь тянуть, буду вот так вот заляпывать. Такая хреново то, что я сейчас потолок поставлю и не смогу больше заляпывать, она будет течь. Ну, буду заляпывать до тех пор, пока она не перестанет течь, а потом потолок поставлю. Вот. Вангую, что она не перестанет. Потому что не в этом дело, судя по всему. Здесь просто бешеный слой они навалили, кстати, и стоит с этой стороны. Просто сантиметра 3, наверное. Это не спасло их вообще. Сейчас тебе покажу кое-что. В общем, мои догадки подтвердились. Антифриз поступает в цилиндр во второй. Смотри. Смотри, смотри. Видишь? На поверхности поршня. Кошмар. Это все, это отмена галя. Могу ничего найти, чем макнуть, пощупать, что там такое. Палочку нашел. Я буквально полчаса назад заглушил, свечу выкрутил, и в одном из цилиндров стоит антифриз. То ли антифриз, то ли масло, не могу понять. Но что-то стоит. Сейчас еще вот этот цилиндр выкручу, свечку вот эту, посмотрю. Рабочая свечка. Вот смотри, разница. Две белые свечки, видишь, белый нагар. И вот это из второго цилиндра. Она не успевает, то есть, прогреваться, потому что ее постоянно полощет. Часы не врубаюсь, что это. Здесь все сухо. Я вижу дно поршня, то есть он сухой. А тут прям блестит, видал? Натягивает туда антифриза. Вот еще одна нерабочая свечка, которая, видишь, не в нагаре. Вот такой вот нагар должен быть, серенький. И что здесь у нас? Нерабочий абсолютно нагар.
Чё из боку бантик? А чё бы ей не работать? Потому что, скорее всего, такая же ситуация. Так. Тут видно поршень. Он сухой, но на нем есть нагар дикий просто. Судя по всему, здесь маслосъемным колпачкам кирдык. Надо быть психом, чтобы поехать на такой машине куда-то. За 1000, сколько там, 700 и обратно. Это невозможно. Где она крякнет? Невозможно предугадать. Она может крякнуть на выезде в Москве. Она уже сегодня начала троить с утра, она никогда не троила. То это получается прям увеличивается, получается, дырка в прокладке. Сейчас хочу покрутить стартером, чтобы вылетело оттуда что-нибудь. Не получится покрутить, заслонки нету. Вот это все, короче. Потом ошибку мне покажет, что заманаюсь сбрасывать, короче. Не снимай, не выкладывай. И завонял антифризом сразу. Вылетел в трубу весь. Прям, знаешь, как будто антифриз на печку вот так вот плеснули. Еще надо, знаешь, возле трубы постоять. Хотя катализатор, скорее всего, дожгет все это хозяйство. Хотя при первом запуске не должен дожечь. Короче, все. Я никуда не еду. Не то, чтобы мне прям стало обидно, жалко или что. Просто я прекрасно понимаю возможности этого мотора с такой болячкой. Это непредсказуемая херня. И когда она вылезет, а если она вылезет где-то под Москвой, можно будет его там прям сжечь и ехать домой на поезде. Как-то так. Вот такой план. Вот. Позвонил Мишке, слесарю. Моторист, он там по ходовке, то все, короче, много что делает. Пообщался с ним. Он говорит, а что там у тебя, звезды, цепи? Я говорю, Миш, давай как-нибудь это, программа минимум, ну, без вот этого всего. Он говорит, ну, клапана надо же будет регулировать. Я говорю, ну, в принципе, можно отрегулировать. Вот, как бы башку отдавать там в отдельную контору, которая занимается регулировкой и фрезеровкой. То есть они фрезернут, и они же отрегулируют. Что еще? Значит, меняем в крышке клапанов, меняем сальники свечных колодцев. И вот сейчас я скинул всю эту байду, короче, в телеграм-канал. И подписчик пишет, говорит, кидай адрес, куда тебе кидать, и пиши, что тебе надо. И я вообще просто в шоке. Офигеть. Выслал мне уже на Озон эту головку и сальники свечных колодцев. Короче, я в шоке. Вот такие подписчики у меня, прикинь. Как тут огорчаться с такими подписчиками? Никак. Короче, на следующей неделе загоняю в ремонт. Скидываем башку. Меняем прокладку, точим башку. Клапана регулируем, меняем сальники этих колодцев. Сальники клапанов вроде бы не меняем. Оставляем их на месте, короче. Потому что если сальники клапанов менять, то и клапана, Мишка говорит, надо менять. Не снимай, не выкладывай. Завез свою тетку, тетю Наташу, домой. Едем домой. В общем, будем чинить. Что делать-то? По минимуму, скорее всего. План такой минималочный. Поменяем прокладку и сальники этих свечных колодцев. И все. Хватит на это. Вот такая жопа. Каждый день что-то новое у меня. Представляешь, происходит. И не в лучшую сторону все. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, то с кузовом понятно беда. То есть, почему стекло нельзя приклеить. Как ты видишь, я потолок собрал.
Я заклеил с этой стороны и с той стороны. Тьфу-тьфу, пока вроде бы держит. По мотору, конечно, вот. Я просто офигел, когда увидел, что в цилиндре стоит уровень антифриза. Прям вот он стоит прям над поршнем. Это было жуткое зрелище, конечно. Я такого не видел еще. Ведь так можно и гидроудар выхватить, судя по всему. Я не знаю, допустим, нальется слегка больше, чем нужно, за ночь. Вытянет из системы. И что тогда? Мы приехали, херачит дождь. Завтра, короче, выйду. Вот этот угол весь будет мокрый стопудово. Знаешь, и хрен с ним. Сейчас вообще не до него. Сейчас с мотором бы разобраться, блин. И не прилипнуть бы, я не знаю, на какую-то бешеную сумму. Тебя люблю.